Доброго и счастливого дня! Это наша вторая встреча, посвященная 16 искусствам, которые делают каждый наш шаг, каждое наше действие точными, успешными и красивыми. Да, события, происходящие в мире последние месяцы, очень сильно отвлекают наше внимание. И все же мы знаем, в истории человечества было множество темных полос, но и они закончились. И в этот раз все негативное пройдет, если мы будем продолжать сохранять внутренний и внешне позитивный настрой. Именно с этой целью мы сегодня и собрались все вместе. Вспомните, какой день из своей жизни вы считаете самым счастливым? Когда все шло как обычно, по накатанной колее, когда ничто не выбивало вас из привычного ритма, ничто не тревожило. Или это был день, когда в вашу жизнь ворвалось что-то новое, свежее и неожиданное. И, может быть, даже вам пришлось отказаться от каких-то своих старых привычек. И все-таки это было счастье. Да, мы хотим, чтобы в нашей жизни открылись новые светлые страницы, но сами же и боимся этих перемен, потому что это заставит нас оставить привычную зону комфорта. Тему, которую мы выбрали сегодня, посвящена именно этому искусству – реформировать, развивать и освежать. И сегодня мы вновь увидим Диди Сантош, старшего преподавателя раджа-йоги, директора Санкт-Петербургского центра Брахма Кумарис. Мы услышим фрагменты из ее выступления на тему об этом небесном искусстве. Искусству жизни я хочу учиться, чтоб в сердце были мир и благодать, чтоб под ветрами гордо распрямиться, лицом все испытания встречать, чтобы, отпуская тяжесть, боль утраты, над миром суеты ты воспарил, и сквозь крутые жизни перекаты без страха и сомнений проходил. Хочу я к жизни праведной стремиться и пить нектар любви, отринув яд. Духовным счастьем мечтаю насладиться и в чистоте держать духовный взгляд, чтобы не брать, а лишь дарить без края, сокровища души всем щедро раздавать, чтобы судьбу счастливую могла творить я и раны сердца людям врачевать. Жить без вражды, без стонов и упреков, свет изначальный в душах зажигать, освободиться из тюрьмы пороков, Всевышнего Отца не забывать. Искусство жизни — главная наука, им овладев, мы счастье обретем, оставим в прошлом беды все и муки, и мир грядущий раем назовем. Искусство жизни — горе забывать, искусство жизни — помнить о прекрасном и пребывать в сознании чистом, ясном и погружаться в счастье, в благодать. Hearty welcome to beautiful people, souls in these bodies. Happy to see you. Сердечное добро пожаловать прекрасным людям, душам в этих телах. Я очень рада вас видеть. And some of you we have not met, I think, throughout the whole year, and some of you we met just few months ago. Я думаю, что с несколькими из вас мы уже целый год не виделись. С кем-то мы виделись несколько месяцев тому назад. And if we meet someone after some time, and if we see that one the same, what we feel? Если мы с кем-то встречаемся спустя какой-то промежуток времени и видим, что он остался таким же, не изменился, то что мы чувствуем? And if we meet someone whom we met some time ago, and he has absolutely changed, what we feel? И если встречаемся с кем-то спустя какое-то время и чувствуем, что он совершенно переменился, то что мы тогда чувствуем? In many positive ways. Переменился во многом в позитивном. And if someone we meet, we feel that that one has changed down
what we feel. И если, встречаясь, чувствуем, что тот напротив опустился ниже, то тогда что чувствуем? Каким был, такой и остался. Каким был, лучше, очень лучшую сторону изменился, а каким был, хуже стал. Раньше был лучше. All these three things are called changes. Все эти три вещи называются переменами. But what changes are beneficial for us and for the people around us? Но какие переменные полезны и для нас самих, и для людей, которые нас окружают? Which bring new light, new happiness, and enthusiasm in our own self and in the people around us. Те перемены, которые вносят новый свет, новую радость, энтузиазм и в нашу собственную жизнь, и в жизнь тех, кто вокруг нас. Isn't it? Да? То, что привычно говорить, принято говорить, на благо всех. Yes? На благо всех изменился. We must be selecting the very new clothing for us, right? Мы We must наверняка, be thinking new dishes, what I will eat, what I will feed, what I will wear in the new year. мы же наверняка на Новый год подбираем себе уже какую-то новую одежду, да? Думаем о каких-то новых блюдах, что я надену, что я буду есть и так далее. Для меня хорошо, вечно были. Новые старые не придется думать, right? But if the choice is there for you, you will try to select something very beautiful. Но раз у вас есть выбор, то вы постараетесь выбрать что-нибудь очень красивое. Why? Почему? Because newness for us have become habit of just few physical aspects. Потому что для нас новизна уже привычным стала новизна просто некоторых физических аспектов. When we change dress, we change place, we change the food, the menu on that day on the table, we feel we have celebrated the new year. То есть если мы одели какую-то новую одежду, выбрали, может быть, какое-то новое место, меню для себя на этот день новое, мы чувствуем, что все, мы отпраздновали Новый год. Окей? 1 январь ушла, а 2 января I remember, she was not so good with me in the last year. А 2 января я уже вспоминаю, а вот она со мной в прошлом году не очень хорошо себя вела. Moving ahead with the sack of past on my back cannot give me the feeling of refreshment or newness. Идти вперед с таким мешком прошлого у себя за плечами, это не даст мне чувства свежести или новизны. Isn't it? Да? Yes. Whenever you take shower, you make sure that you take shower and the old physical smell and old everything of the past goes away from you. Когда вы принимаете душ, вы моетесь, и этот старый запах, все это старое, прошлое, скопившееся, уходит. But you take care at the same time, you clean your face also. При этом вы обращаете внимание и на то, чтобы умыть лицо. It's not that you clean the whole body, but keep the face not clean. Это же не так, что вы душ приняли, а лицо при этом не умылись. То видно будет. Некоторые мыли дети. Мама спрашивает, ты мылся? Лицо-то такое не свежее. So the freshness comes with the complete transformation, not just by little physicalities or some aspects when we make new or we don't do the way that we were doing in the whole year. То есть свежесть приходит, когда происходит вот такая полная трансформация. Не тогда, когда мы просто какие-то физические вещи изменили, что-то немножко новое сделали, не такое, как раньше делали на протяжении года. The word reforms are not new for us last 2,500 years. History is full of the word reformations and reformers. Вот это слово «реформа», «реформация» для нас не новое. Последние 2000 лет в мире было столько разных реформ, реформаций и тому подобного. And generally it is associated, when we speak from that angle, associated with not so good vision. That, yes, generally they are put into the categories of rebels. И, как правило, это не ассоциируется с чем-то приятным, с чем-то хорошим. Да? Как правило, все эти изменения, они относятся к категории проблем. Для начала, по крайней мере, rebel. Yes, those who
are not going in the traditional ways, those who want to do something different. So they are not seen as reformers in the beginning, but rebels in the beginning. Эти реформаторы, которые выбирают не традиционный для себя какой-то новый путь, поначалу воспринимаются не реформаторы, но как бунтовщики. Isn't it? Да? Для начала можете посмотреть всю историю. Reforms, any kind of changes being started from physical level, of course, had led to only violence and non-acceptance. И вот это дало мне понимание, что любые реформы, изменения, которые начинались с физического плана, физического уровня, обязательно приводили к насилию, к каким-то проблемам, к хаосу. Because people get accustomed to certain kind of habits of doing, way of living, and they are not ready to leave that. Потому что люди привыкли к определенному образу жизни, у них есть свои обычаи, порядки, привычки, они не готовы их оставить. And therefore, true reformation happens when it starts from consciousness. И поэтому истинное реформирование происходит тогда, когда оно начинается с сознания. When I'm able to see something beyond my physical existence which encompasses the benefit for all human beings on this earth. Когда мне удается увидеть что-то, выходящее за пределы моего физического существования, и в чем заключено благо вообще для всех на Земле. And that at the time for me like being so high, becoming so high, like the sun is too far to be labeled by someone as my sun. И для меня тогда это вот так, такое было сравнение, как солнце. Солнце находится настолько далеко, настолько высоко, что никто не может на него наклеить ярлык «моё солнце». Yes, sun is for all. Солнце для всех. Sun does not belong to east or west. Солнце не принадлежит Востоку или Западу. But it belongs to all. It is useful for all. Оно принадлежит всем, оно на благо всех. No matter someone likes it or not. Нравится это кому-то или нет. Right? Maybe they will put the zontic when there is lot of sun, but the sun is stable and equal for all. Может быть, они спрячутся под зонтиком, когда будет солнце, но солнце, оно устойчивое, оно равное для всех. It gives to all. Оно дает всем. So therefore, inner transformation or the transformation of my relationship with the humanity helps me to come to that stage when we didn't have all these negative things which needed reform. И вот такое внутреннее преобразование своего внутреннего состояния позволяет прийти к тому уровню, к той стадии, где вообще нет тех вещей, которые нуждались в реформировании. Because anything which is not good for human beings comes from human beings. Ведь все то, что людям не полезно, не хорошо, оно исходит от людей же. Все страдания и недуги имеют корень в человеческой поведении, взаимоотношении друг к другу. Река сам по себе не решит, да, наводнение устроить. Есть человеческие факторы огромные, right? So therefore, when the human behaviors changed, then the activities changed, the stories changed, history changed, and reformations were needed. Когда менялось поведение людей, то менялся и ход истории. Тогда происходили какие-то такие события, которые дальше требовали реформирования. And we get lost into those kinds of reformations. И мы заняты, мы погружаемся в такого рода реформирование. Че так говорят, вот так должно быть, нет. Че так живут, так надо жить. Давайте дебаты устраиваем. But we hardly touch for a long time, or we don't touch at all, the behavior of the human beings. Но мы вряд ли касались, или очень долгое время практически не касались, собственно, поведения людей. And in that behavior also, that sensitivity which will make them accept that we are not alone on the earth, we are with 7 billion people
and all should remain happy on this earth. И в этом поведении, в особенности вот такого чувства, что мы на этой земле не одни, мы здесь вместе с 7 миллиардами других людей, и что на этой земле вообще все мы должны быть счастливы. And this sensitivity, when was lost, and we got lost in our own selfish life only. I can bother only about me. I can bother only about my family. I can't bother about whole world. Вот эта чуткость была утрачена. Мы свели свою жизнь только к каким-то своим корыстным мотивам, к личной жизни. Да, я могу заботиться о себе, я могу заботиться только о своей семье, я не могу заботиться обо всем мире. And at that time, when I saw letter written by Brahma Baba to someone, И вот в то время я увидела письмо, которое Брахма Баба написал кому-то. it was he had sent letter to Queen Elizabeth also, to Mahatma Gandhi also. А он посылал письма и королеве Елизавете, и Махатме Ганди. Да? Типа небольших послания мировой состояние и каким образом она. And at the end of the letter was, sign was on the service of world benefit. И вот одно такое письмо, и оно было подписано так: на служение миру ради блага мира. Blaga Mira. So this Blaga Mira realization came to me in a very simple form. That is, no need for any physical violence or reforms to bring benefit of the world. It can start from the realization of your connectivity with the whole world as a family. И вот тогда вот эти слова «на благо миру», они пришли как осознание того, что не нужно какое-то физическое насилие в этих реформах. Это все может начаться с осознания своего родства со всеми. That if I just one personality can understand that because I am in the world, when I came, word was gifted to me. So when I will leave, I should leave this world better. And therefore, whatever I had to be doing which can make everyone's life happy. Осознание, что когда я пришел сюда, я один пришел сюда на эту землю, мне был дан весь этот мир. И поэтому, когда я буду уходить, мне нужно этот мир оставить лучшим, более счастливым, чем он был, когда я пришел. И поэтому вся моя жизнь, она должна быть направлена на это. Isn't it? Да? That reformation, when comes, then you are able to imagine the scale of your belongingness, your personal scale of belongingness that rises. So this is reformation. That when I am able to sit and reform my relationship, my attitude, my intention with respect to the whole world. То есть, когда вот настолько повышается уровень твоего сознания, ощущение связи, родства со всем миром, вот с этого и начинается реформирование. Я реформирую свой взгляд, свое отношение в отношении всего мира. And I do not ever stop with such kind of thought, how long will it happen? И я никогда не останавливаюсь от такого рода мысли, а как долго еще это будет продолжаться, еще до каких пор? Because you know that when you cook rice, do you cook rice? Потому что вы же знаете, да, когда вы рис готовите, вы как готовите рис когда-нибудь? I want you to smile, therefore I am asking. Я просто хочу, чтобы вы улыбнулись, поэтому спрашиваю. No, потому что когда вы улыбаетесь, вы очень красивый. А так тоже вы красивый. Окей, давайте рис не будем. Гречку. Okay? For one portion, as far as I cook when I know for one portion, 20 gram гречка for me is sufficient. Ну, на одну порцию, ну, я не знаю, я себя беру. Для меня 20 граммов гречки на одну порцию достаточно. If you add into that 3 times of water, 4 times of water, you are able to get about 200 grams, 150 gram of bowl full of very, very tasty гречка. И если вы на одну часть гречки добавляете там 3-4 части воды, то у вас получится где-нибудь грамм 200 очень вкусной гречки. Yes, so this is гречка in raw form,
is it useful? Can you eat grichka in your raw form? Вот гречка в сыром виде, не приготовленная крупа, она полезна для вас? Вы можете ее есть в таком виде? Не можно, да? So you reform its form. Тогда вы ее реформируете, да? Вы меняете ее форму. Преобразуйте. You put some effort. Вы прилагаете определенные усилия. Вам сколько времени уходит, это я не знаю. Мне уходит, по крайней мере, я 4 часа буду замочить. Потому что тогда он очень приятный. Оживляйся, right? So it goes, and then boil it for 20 minutes at least. То есть вот это сначала замачивание, потом, как минимум 20 минут вы ее варите. And when you consider it cook, Когда вы считаете, что она готова? when every grain is soft, Когда уже каждая крупинка мягкая, and it has become 2 times double. когда она вдвое увеличилась в размерах, Да? Греча готова. Запах идет, аромат идет. А это всего-навсего гречевая каша. А тут человеческая каша нужно варить. The whole words, they have become stone-like hearted, non-sensitive, and they have to be softened. если во всем мире сердца стали такими же, каменными, твердыми, нечувствительными, и сейчас эти сердца нужно смягчить. Yeah? And therefore, each one, even if there are 5 grains of gricha not boiled, you won't be called as a good хозяйка. А нужно смягчить каждое, да, потому что если хотя бы 5 крупинок, да, гречи у вас остались твердыми, не проварились, вы все равно не будете названы хорошей хозяйкой. Да? Все вкусно, опять пришли под зубами такие. So therefore, the biggest reformation is the spiritual reformation happening when I transform myself through the inner level and I consider that this is what has to happen around me, with my family, with my colleagues, anywhere. Так что самое большое реформирование – это вот такое духовное реформирование, которое начинается у меня внутри, когда я меняюсь, и я при этом сознаю, что да, это то, что должно быть и с моей семьей, и с моими коллегами, и с теми, кто окружает меня. And what happens is that when direct heat is not coming to the grains from below, they are up. What do? You take 1 spoon, and which are at the top, you shift them down, and which are down, you shift them up. И что там происходит, да, когда вот греча ваша часть внизу, она на огне, часть выше, и вы берете тогда ложку, и вы начинаете перемешивать. Да? Тот слой, который был сверху, оказывается внизу, тот, который был внизу, оказывается наверху. Да? Потому что греча готовится. But in human beings' case, it is not the same. А в случае с людьми это не так. Да, греча спокойно будет вас послушным. They won't jump. Не трогайте меня, не меняйте наши места. Она не будет вот так выпрыгивать, не трогайте меня и так далее. Isn't it? Да? So it is easy to cook the гречневая каша because that is physical, non-conscient entity, grains. Поэтому гречневую кашу легко сварить. Да? А это все физическое, не обладающее сознанием, просто зерна. But when you have to do the same kind of reform at human beings level, what happens? А когда вам нужно точно так же реформировать, что-то изменить в людях, тогда что происходит? So first of all, their own involvement is important because no matter how great cook you are, but you can't reform anything in the life of others without their involvement. Тут прежде всего нужно их личное участие, потому что даже если вы самый превосходный повар, но вы все равно ничего не сможете сварить, приготовить в их жизни без их вовлеченности в это. Самый хороший учитель, самая первоклассная мама, самые хорошие спутники в жизни, they cannot help others unless they are ready to involve. Никто из них не сможет помочь другим до тех пор, пока этот другой сам не готов принимать в этом участие. So I could see from this, from the life of Brahma Baba, that yes,
The art of reforming does not need anything, but it needs you being the image of that beauty which you want to see outside. И в жизни Брахмабаба я увидела как раз вот этот урок, образец того, что вот это реформирование, искусство реформирования не требует ничего другого, ничего внешнего. Оно просто требует, чтобы вы сами были таким образцом той красоты, которую вы хотите видеть вокруг себя. I want that all human beings of the world should be very happy and should be very pure. And I'm going to do a lot for that, but I am not happy myself. Мне хочется, чтобы все люди на Земле были очень счастливы, чтобы они были очень чистыми, и я готов все для этого делать, но при этом я сам не счастлив. Получится реформировать? Nothing. Ничего не получится. So therefore, just to be able to do that at my personal level can bring the biggest reform. So one Brahma Baba could feel that call from the Supreme Father that since you are my creation, since you are my children, so all souls of the world are my children and you are family. So you have to not just think for yourself, you have to think for the whole world. Так что вот таким образом суметь изменить что-то такое в себе, и тогда это приводит к изменениям в мире вокруг себя. И Брахмабаба, он сумел это понять, услышать этот зов от Высшего Отца. Просто осознай, что ты мое творение, мой ребенок, и все люди, все души на этой земле – это тоже мое творение, и поэтому вы одна семья, и поэтому это нужно сделать на благо всей семьи, всех в мире. То есть на благо миру теперь нужно делать то, что всему будет полезно. So at the age of the 60, he could take those decisions which helped to bring this tree, which is now in the 140 countries of the world. И он в возрасте 60 лет сумел для себя принять это решение как семя, из которого потом выросло вот это большое дерево, сегодня, которое имеется в 140 странах мира. Yes. Just one realization that I am not only this physical entity, but I am a spiritual being, the creation of the Supreme Father. Началось все просто с осознания того, что я не вот это физическое существо, нет, я существо духовное, и я творение своего Высшего Отца. If you have 7 sets of new clothing, very good new clothing, Если у вас есть 7 комплектов, новая одежда, очень красивая новая одежда, very good cosmetics from the best company of the world, очень хорошая косметика, вот лучших фирм мира, but you wear them and put on cosmetics without taking the shower. но вы эту косметику используете, вы надеваете все эти замечательные платья на себя, но при этом вы не помылись, душ не приняли. Как вам это? Вы сразу же сейчас чувствуете, что нет, это свежо не будет. Yes? So, refreshment, freshness is the experience which first starts from within. Свежесть. Свежесть – это ощущение, которое начинается изнутри. Okay, you have new dress and you take bath also. Ну ладно, у вас и новая одежда есть, и душ вы тоже приняли. Cosmetic also new. Косметика новая. Все макияж есть на лице, хорошая одежда, душ принята, но внутренне очень раздражительные чувства по отношению к тем, кто за столом с вами, потому что вчера был нехороший разговор. Will you feel fresh? В этом случае будете себя чувствовать свежими. Everything fresh, but thoughts are not fresh. Все свежее, только мысли не свежие. Will you feel refreshed and enjoy the festivity? Будете тогда себя чувствовать свежими? Будете ли наслаждаться этим праздником? And now наоборот. И теперь наоборот. По счастливой судьбе одежды много нету, косметика тут далеко, и вообще возможности, чтобы долго-долго освежить, принять время мало. Все, но внутренне you are very happy. А внутренне вы при этом очень радостные.
Прущая, чисто простая, but very happy. Но при этом просто вы очень счастливы. Как вы все сегодня, да? И я надеюсь, что всегда так вы, да? What will happen? Очень радостные, очень счастливые. Что тогда будет? That internal happiness will be reflected through your physical senses and create an atmosphere of festivity around you. Тогда эта радость, которая у вас внутри, будет отражаться в ваших физических чертах, и она будет создавать праздник вокруг вас. So this is art of refreshing. Вот это и есть искусство освежать. That very less expenditure and big splendor. Минимум расходов и при этом максимум такого блеска. Instead of the way we have become accustomed to, we spend a lot of money, but what happens? Вместо того способа, к которому мы привыкли, что мы тратим много денег, но что происходит? А потом мы думаем, куда деваться, все это теперь мусор новогодний или предметы. So art of refreshing too is with that dimension of my entity existence, which is more permanent and constant. То есть и это искусство освежать, оно тоже связано с той частью моей сущности, которая является внутренней, постоянной. Ты помнишь мир, где в каждом доме свет, где нет печали, смерти и невзгод. Ты помнишь мир, где в каждом сердце смех, где светлая весна из года в год. Тот мир уплыл По времени волна, след памяти оставив за кормой. но завтра он опять вернется к нам, путь завершая кругосветный свой. Оставь одно, возьми одно, открой грядущее окно, пускай ворвется к нам оно, как свежий ветер. Оставь вражду, возьми любовь, и новый мир наступит вновь, где не течет рекою кровь, где солнце светит. Уходят вдаль столетий корабли за край земли, за небеса. Но их пути по кругу пролегли и снова заалеют паруса. Готов ли ты корабль встретить свой, зайти на борт и сбросив время лет, Оставить порт и следом за звездой пуститься в мир, где в каждом доме свет. Оставь одно, возьми одно, открой грядущее окно, пускай ворвется к нам оно, как свежий ветер. На прошлой неделе мы с вами проверяли себя, насколько достойно нам удавалось встречать лицом разные испытания и экзамены. И мы оценивали себя по 5-бальной шкале. Какой балл вы поставили бы себе за прошлую неделю? 5, 4? Надеемся, что это небольшое упражнение было для вас интересным и полезным. А теперь новое домашнее задание.
Весь этот мир – моя большая семья. Смысл моего пребывания здесь, на земле – это сделать мою семью счастливой. С этого дня каждый вечер проверяйте себя. Стало ли в том месте, где я сегодня побывал, немного лучше, чем было до меня? Стало ли тому человеку, с кем я сегодня встречался, немножко радостнее? Стал ли он чище, сильнее? Так постепенно, начиная со своего окружения, я сделаю весь этот мир, всю свою большую семью гораздо счастливей.